Здравствуйте! Готовы ли вы взять стакан, набрать воду с реки, которая протекает по вашему городу, и выпить? Какой примерно будет ответ, я уже догадался. Да, общепризнанным фактом является то, что вода из городских рек непригодна для питья. Во многих регионах ее даже не рекомендуется использовать в быту. А ведь наши прародители все поселения располагали как раз у берегов водоемов. Это был источник пресной воды для питья, приготовления пищи и других бытовых нужд. Города росли, что вызывало все большее ее потребление и загрязнение. Естественно, что вся сточная вода просто стекала обратно, и в какой-то момент ее пить уже стало опасно. Люди начали массово заражаться и умирать. Развитие технологий позволило копать колодцы, а впоследствии сверлить глубокие водозаборные скважины. То есть водоемы стали превращаться в сточные каналы, а мы просто искали где-то другую воду из другого места. Планета, на которой мы живем, относительно небольшая, и на ней постоянно происходит круговорот воды. Это пока еще слабо изученная материя, но мы уже знаем, что она растворяет в себе почти все, с чем контактирует. Она впитывает ядовитые газы из атмосферы, химические вещества с почвы и сбросы, как промышленные, так и наши собственные. Такое чисто потребительское отношение к общей гидросфере постепенно привело к тому, что даже подземная вода уже стала другой. В наше время уже практически в каждом природном источнике воды могут присутствовать опасные для здоровья вещества. А двигаясь по городскому водопроводу, к этому букету добавляется еще ржавчина из старых труб. Во многих регионах водопроводную воду пить уже крайне не рекомендуется. Я подозреваю, что многие семьи уже давно перешли на использование только бутилированной воды. Установка в домах разнообразных фильтров для воды – это уже признание глобальной проблемы и попытка уйти от нее. С другой стороны, естественно, нас поджидает вопрос дальнейшей судьбы использованной и загрязненной нами же воды. Куда она девается? Огромное количество частных домовладений имеет самые простые дешевые септики для накопления сточных вод. Это пластиковые емкости или конструкции из бетона. Естественно, что постоянный вывоз сточной воды оказывается непомерно дорогим. Поэтому при плотной застройке эта проблема мучает всех вокруг, так как нет никаких магистралей канализации. Грязная сточная вода просто стекает в ливневые каналы и дальше, естественно, попадает в большие водоемы, которые мы хотим видеть чистыми. Более ответственные хозяева уже имеют недешевые системы локальной очистки сточных вод, которые в разной степени осуществляют их биологическую очистку, что уже гораздо лучше. Итак, я хочу вам сообщить, что даже простой дешевый септик можно несложно доработать и превратить его в эффективную систему очистки. В другой раз поговорим о биологической очистке, где всю работу производят бактерии. Мы с вами находимся в полной зависимости от воды, мы даже из нее состоим. То есть вода и есть наша жизнь. Соответственно, ее масштабное загрязнение представляет для нас угрозу, а еще большую уже для наших детей.